Россия начала наступление на юге Украины. Чего потребовали США от РФ на переговорах в Саудовской Аравии и каковы последствия землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Десятки пострадавших. В Украине ликвидируют последствия ракетных ударов РФ по жилым кварталам. Что известно? Зеленский отправляет сообщение Трампу, почему заговорил об отравленном прянике для Путина. Детали резонансного обращения. В Узбекистане найдена Эйфелева башня, в Беларуси места, где могут разместить российское ядерное оружие, Центральную Азию трясет, а Лукашенко готовится к инаугурации. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. В украинском городе Сумы, который находится чуть более чем в сотне километров по прямой от Курска, ликвидируют последствия ракетного обстрела России. Прилет по центральной части города, недалеко от места прилета, школа, жилые дома. Среди пострадавших, а их десятки, очень много детей. Сюда. Известно, что дотла выгорели квартиры, был пожар в частном доме. Власти города говорят, что еще большего количества жертв среди детей удалось избежать, благодаря тому, что они находились в школьном укрытии во время воздушной тревоги. Россия начала реализовывать план, о котором предупреждал Зеленский неделю назад. В Киеве заявляли, что путинские войска готовятся к наступлению на 3 направлениях – Сумском, Харьковском и Запорожском. И вот уже 24 марта СМИ Кремля подтвердили – Россия пошла в атаку на юге Украины. Лобковая. Наши войска пробились к селу, зашли в него и контролируют южную часть населенного пункта. В украинском генштабе подтверждают, что атаки были, россияне пытались пойти вперед, в ВСУ уверяют, все безуспешно. Такое наступление не стало сюрпризом для украинских военных, говорит военный аналитик, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко. В эксклюзивном интервью «Нехта» он заявил, что Россия не отказалась оккупировать страну, уничтожить государственность и нанести военное поражение ВСУ. Необходимо понимать, что характеры действия противника, они свидетельствовали о том, что это может произойти. Соответственно, украинские вооруженные силы, силы обороны и безопасности сейчас предпринимают все меры необходимые для того, чтобы противник, российские войска не имели успеха. Недавно Владислав Сурков, бывший помощник президента России Путина, дал интервью одному из французских изданий, в котором он сказал, что Россия будет делать все для того, чтобы как минимум разделить Украину, и что стратегические цели будут оставаться прежними, может изменяться только тактика. Это второй момент. Третий момент – это то, что Россия таким образом демонстрирует, что они не заинтересованы, к сожалению, в реальном переговорном процессе и к поддержке тех инициатив, которые предлагаются Украиной и Соединенными Штатами Америки, потому чтобы установить режим прекращения огня. Трамп должен осознать, что Путин слабее, чем кажется. Кроме того, ему нельзя доверять. Об этом заявил Зеленский в интервью «Тайм». Он также заговорил о победе России и ее последствиях. Их он называет катастрофическими не только для Украины, но и для Запада. В частности, это станет болезненным ударом для США и лично Трампа. Сейчас же Зеленский считает, что американский президент согласился на определенные уступки, не потребовав от России ничего взамен. Зеленский также рассуждал о тактике кнута и пряника. И если у Трампа для Украины кнут, то было бы неплохо, чтобы для России был пряник, но отравленный, намекает Зеленский. И все же в Киеве надеются, что США не дадут большой свободы Путину. У них есть свои амбиции, они видят свою роль в истории не только как могущественных лидеров, но и как тех, кто может добиться достойного окончания войны. Вот почему я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, я не верю. Однако у Трампа может быть припрятан кнут и для России, особенно если Путин не захочет выполнять договоренности и не пойдет на мировую, как того требовал Белый дом во время переговоров. Я думаю, что вызревает определенное негодование, недовольство непосредственно у американского руководства и президента Трампа. И я бы не исключал того, что действительно определенные шаги к давлению, например, увеличение помощи Украины и
увеличения санкционного режима против России, они могут быть использованы. Я бы этого не исключал, потому что мы же прекрасно понимаем, что позиция Украины конструктивна. И наши партнеры в Соединенных Штатах это тоже понимают. Они, в принципе, ожидают от России того, что в Кремле будет принято решение, действительно, которое будет вести к прекращению огня. День воли празднуют белорусы. 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Символическая дата для белорусской государственности и национального самосознания. А еще настоящий страх для Лукашенко. Именно поэтому праздник под запретом в республике. А те белорусы, которым пришлось покинуть страну из-за преследований режима, под надзором даже за рубежом. Следственный комитет, подконтрольный Лукашенко, уже предупредил, продолжает идентифицировать и привлекать к ответственности всех участников уличных акций за границей. Несмотря на это, белорусы не отказываются от праздника. В Варшаве уже прошли масштабные шествия ко Дню воли. Лукашенко же назло решил провести инаугурацию точно в День воли. Непризнанный политик анонсировал ее заранее, за 5 дней до ритуала. Церемония пройдет во Дворце Независимости, приглашения получили 1100 человек. А еще Лукашенко решил взяться за интернет. Его на сутки ограничивают. Большинство белорусских сайтов и сервисов 25 марта будут недоступны из-за рубежа. Команда Нехта ранее рассказывала, что в 2020 году инаугурация Лукашенко была тайной. Церемония публично не анонсировалась, а о том, что она вообще состоялась, белорусы узнали уже после того, как она прошла. В те дни в Минске были масштабные протесты, во время которых силовики так называемого народного любимца разгоняли этот народ дубинками, водометами и слезоточивым газом. Беларусь, вероятно, готовится принять ядерное оружие России. В 190 километрах от украинской границы и лишь в сотни километров от Минска в городе Осиповичи фиксируется стремительное развитие военной инфраструктуры. Об этом пишет Радио Свобода Беларусь. Авторы расследования проанализировали десятки спутниковых снимков, и разница между тем, что было в этой точке на карте еще несколько лет назад и сейчас, невероятна. Новые ангары, казармы, склады, ЖД-ветка, и все это на фоне заявлений Путина и Лукашенко о передаче Беларуси ядерного оружия и «Искандеров». Кроме того, авторы материала пишут об особых мерах безопасности, тройных ограждениях. В военном городке одновременно строят дома, школу и спортивный комплекс. По версии Белпол, жилье пойдет под заселение военными. Радио «Свобода» уточняет, что не имеет подтверждений, что на военной базе номер 1405 под Осиповичами уже хранится ядерное оружие. Тем не менее, там уже могут находиться около 20 российских военнослужащих, без которых обслуживание ядерных зарядов не представляется возможным. Казахстан, который готовится к удару стихии паводком, пережил землетрясение. Трясло накануне на границе Кыргызстана и Казахстана, всего в 200 километрах от Алматы. Сейсмологи уточняют, что центр подземных толчков находился в горной местности на юго-востоке. Это было тихое землетрясение. Отмечается, что на территории Казахстана оно не стало ощутимым. По предварительным данным Института сейсмологии НАН Кыргызстана, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, на северных склонах Терскей-Алатоо. В населенных пунктах Кыргызской республики интенсивность землетрясения составила в селе Джергалан 2,5 балла. И это уже второе землетрясение за неделю. Буквально 19 марта недалеко от Алматы были зафиксированы подземные толчки. Тогда тряхнуло со стороны Китая. В Узбекистане мужчина так хотел во Францию, что превратил свой двор в Париж и построил Эйфелеву башню. Издание «Кунус» уточняет, что Камилжон Атаджураев страстный поклонник «Игры миллионов» и еще в 1998 году собирался отправиться во Францию на чемпионат. Получил визу, но по личным причинам поездка не состоялась. Это и стало отправной точкой. Далее мужчина стал реализовывать один из главных проектов своей жизни. Для того, чтобы построить мини-копию французской башни, продал машину, закупил тонны металла и приступил к сварке. В итоге строил так, что о нем узнали французы и даже приезжали в гости, чтобы посмотреть на узбекскую достопримечательность.
Даже французы приезжали посмотреть на эту башню. Я мечтал попасть на тот чемпионат, стремился, готовился, но из-за некоторых обстоятельств не получилось. Ходил, думал и решил. Раз не могу попасть во Францию, принесу Францию сюда. Так и начал строить. Закончил в 2002 году. Башня сделана из 7200 килограммов металла. Фундамент заглублен на 1,5 метра. Боялись, что унесет ветром, ведь в наших краях сильные ветра. Она простояла уже больше 20 лет. Один парень помог нам, и с 3 сварочными аппаратами мы закончили стройку за 40 дней. Как вам целеустремленность мужчины? Теперь в его жизни каждый день есть частичка Франции. А вы способны на такие поступки? Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.